Дорогие друзья, хочу сказать несколько слов о безупречности и о новых полях чувствительности в контексте практики усиления осознания. Я много раз называл безупречность сердцем магии, потому что все измененные состояния, с которыми мы сталкиваемся в процессе практики, происходят на фоне безупречности. Если мы не безупречны, никаких состояний новых, никакого нового опыта мы не обретаем. Это специфическое состояние энергетической полноты и одновременно освобожденности от стереотипов и обусловленностей. То есть энергетической полноты на фоне отключения значительной части программ тоналя. И это специфическое состояние достигается только на фоне высокой интенсивности осознания. Поэтому эти вещи, они связаны между собой. Мы не можем быть безупречны и малоосознанны. Мы не можем быть осознанны и не безупречны. Это все вместе представляет собой единое состояние нашей энергетики и нашей силы. Когда мы достигаем состояния безупречности, так как мы его ощущаем, мы чувствуем, что в этом состоянии скрывается источник не только нашей энергии, но и нашей свободы. Ну и, конечно же, это особая полоса позиций точки сборки. Сначала я написал, что это просто позиция точки сборки. Но, поразмыслив, уточнил вот так. Это последовательность позиций точки сборки, смещающейся определенным образом. И эти позиции объединены следующими качествами. Необусловленностью тоналем, необусловленностью описанием, позиция свободы осознания. Сначала мы находим это состояние как некую точку, как некое пятнышко в нашем внутреннем мире. Ну а по мере дальнейшей практики эта позиция становится областью, полем. Она расширяется, и мы в этой области начинаем себя ощущать и понимаем, что вот сегодня я ближе к безупречности, чем вчера. Завтра я еще ближе к безупречности. То есть это превращается в некое движение, в смену состояний. И мы чувствуем, когда мы приближаемся к цели, когда мы отдаляемся от нее. И вот в этом поле здесь самое главное, что проявляется тот или иной смысл, намерение, установка отношений. Вообще безупречность – это реализация смысла, реализация намерения. То есть
безупречность не приходит сама по себе просто так, спонтанно. Сначала надо попробовать представить себе, понять, что такое я без страха смерти, я без чувства собственной важности, я без жалости к себе. Это не так просто, как иногда кажется. Это очень особое состояние, которое, тем не менее, нам доступно, и оно всплесками к нам приходит, как и все, в общем-то, к нам приходит всплесками, что природа нашего сознания, природа его активности такова, что более высокие уровни интенсивности сознания приходят к нам такими вспышками на 2-3 секунды или 10, 20, 30 секунд. Происходит такое просветление, потом оно снова гаснет, и мы возвращаемся в привычное состояние. Каждый раз, когда мы переживаем подобный всплеск, наша цель, наше намерение продлить эту вспышку как можно дольше и постараться вчувствоваться в те ощущения, которые возникают во всем нашем существе, в те ощущения, которые сопровождают этот всплеск осознанности. Только так мы можем познакомиться ближе с этим состоянием. Потому что в дальнейшем нам надо будет, вспоминая об этом всплеске, вызывать его снова и снова. Причем, если мы хотим изменить наше реагирование, наши чувства, эмоции в разных ситуациях, то нам нужно научиться прерывать начавшееся свое реагирование. Например, что-то нас встревожило, или что-то нас начало раздражать или злить, или мы начали себя вдруг жалеть. Вот как только волна этого эмоционального движения внутри нас возникает, нам нужно быть достаточно осознанными, чтобы остановить движение этой волны и перевести внимание внутрь на то состояние, которое мы уже наработали во время практики. Состояние, где нет страха, где нет жалости, где нет важности. Насколько мы смогли это прочувствовать. Сначала мы это чувствуем очень приблизительно, но по мере повторения этих попыток отпечаток этого состояния все больше углубляется в нашем теле. И вот туда и надо направлять внимание. Поэтому я и сказал, что не безупречность, как и безупречность, а полоса позиции точки сборки. Мы входим в одно состояние, оно переходит в другое. Если мы настаиваем на концентрации своего внимания на каких-то ощущениях, то есть, если не безупречность, это то полоса состояний, где сознание вовлечено в описание. И слито с теми или иными сочетаниями базальных комплексов, как я их называю, то есть страхом, какими-то проявлениями собственной важности,
с жалостью к себе, мы сливаемся с этими чувствами и становимся воплощением автоматизмов и стереотипов. Когда мы от этих автоматизмов, стереотипов начинаем отстраняться, мы начинаем чувствовать, что внутри нас, кроме этих автоматизмов и стереотипов, есть еще вот то начало, которое осознает себя. Все это довольно тонкие чувства. И поначалу на них трудно сфокусировать внимание. Поэтому надо проявить настойчивость, терпение. И главное, вот особенно я последние годы, работая уже с другими, со студентами, с учениками, я понял, что один из важнейших факторов в нашей практике – это способность глубоко и правильно концентрировать внимание. Пока мы этому не научились, собственно говоря, мы и не можем не сместить точку сборки, не вообще изменить свое состояние. Это иным способом было понято и в йоге в свое время, и вообще во всех трансформационных путях и учениях. Поэтому созерцание, концентрация внимания – это вот общий элемент во всех традициях. Причем в небезупречную полосу этих состояний входят не только негативные вовлеченности, да, то, что мы в первую очередь, о чем мы в первую очередь думаем, да, там какие-то страхи, какие-то обиды, депрессии, вина, стыд, жалость к себе. Мы с таким же успехом забываемся, переживая и позитивные вовлеченности, да, восторг, удовольствие, то есть вроде бы приятные чувства, и мы не чувствуем особой истощенности, переживая их, но заметьте, что осознанность наша, когда мы переживаем, например, сильный восторг, осознание себя тоже исчезает. На это надо обратить внимание, надо заметить. Вообще это очень важный момент, сталкинг осознанности или сталкинг вовлеченности. В какой момент мы теряем ощущение осознания себя? То есть в какой момент и из-за чего? Вот это вообще отдельная работа, которая является главным содержанием первого этапа практики усиления сознания. Мы таким образом полностью притягиваем все области его уязвимости. И мы забываем об осознании себя. Если мы будем достаточно внимательны, то через некоторое время, у кого как, у кого на это уходит 3 месяца, у кого 3 года, но мы можем вот эти области уязвимости своего тоналя изучить, осознать, и тогда уже нас невозможно будет застать врасплох. Потому что, если вы заметили, то люди, занимающиеся вообще осознанием себя, они чаще всего так говорят: а меня застали врасплох. Или я оказался
Для меня это было неожиданно. Да, вот эти вот неожиданности меня застали врасплох, они должны уйти из нашей жизни. Мы должны быть готовы к той или иной реакции, сохраняя при этом осознание. Это осознание может быть сильнее, оно может быть тоньше, но оно должно быть. Не должно быть таких моментов, когда внутри нас возникает какое-то чувство, и мы уплыли полностью вслед за ним и просто утратили осознание себя. Такое происходит у людей, которые практикой не занимаются, почти каждый день. И иногда по много раз в день. Вот на это следует, конечно, обратить особое внимание. То есть понять механизм, почему это происходит. Кто-то очень тревожен, чрезмерно. Кто-то часто раздражается или злится. Кто-то стыдится чего-то и напрягается из-за этого. Кто-то себя жалеет. Вот эти сильные чувства, возникающие в тонале, перетягивают на себя все 100% внимания, которыми мы обладаем. Этого не должно быть. Всегда должна оставаться какая-то часть внимания, которая прислушивается к ощущению осознания себя. Это одна позиция, которую я хотел сказать. Ну и второй момент. Я хотел сказать пару слов, почему мы не воспринимаем реальность такую, как она есть. Об этом много тоже говорилось и писалось. И я в своих книгах писал, и у Кастанеды об этом сказано. Но добавлю я, наверное, вот что. Мы не можем произвольно менять режим восприятия, а находимся в довольно узком диапазоне его, потому что наш тональ следует программе биологического выживания. То есть в какой-то момент мы сами решили, что есть вещи абсолютно необходимые и очень важные. И вот из этих необходимых и важных вещей мы составили фундамент своего описания мира. То есть мы воспринимаем только самое важное с точки зрения нашего выживания. И если вы внимательно понаблюдаете за собой, вдумаетесь в свои реакции, в механизм своего восприятия, вы поймете, что везде, даже где на поверхности это как бы не видно, все равно там скрывается вот эта причина выживания. Для того, чтобы выживать лучше, быть более успешным, мы воспринимаем это. То, что оказывается на периферии описания мира, это как бы объекты, которые, или там явления, процессы, которые наш тональ решил, что они не так важны для нашего выживания. Вот когда мы занимаемся практикой, нам нужно это, во-первых, заметить, а во-вторых, обучить свое внимание замечать неважное.
и в конечном итоге обучить свое внимание удерживать его, да, удерживать луч внимания на неважных вещах. Вот почему это довольно часто бывает так сложно и встречает сильное сопротивление того же самого тоналя. Он как бы кричит нам: зачем ты тратишь на это время? Чем ты занимаешься? Вместо того, чтобы делать что-то полезное, нужное и важное, ты там сидишь и там слушаешь внутренний звук. Или сидишь и там всматриваешься или вслушиваешься во что-то, что не имеет никакого значения для твоего выживания. Это сопротивление работает довольно долго. Тональ наш очень упрямая сущность. Но нам нужно переупрямить его. И в конце концов наступает такой момент, когда он просто сдается и перестает сопротивляться. Вот когда он перестает сопротивляться, мы чувствуем некоторое облегчение. А пока этого не произошло, наше восприятие будет обусловлено описанием мира, и мы будем сильно ограничены в энергетическом плане. То есть нам нужна будет все время энергия и внимание. Потому что значительная часть энергии уходит на внутренний диалог. Еще другая значительная часть энергии уходит на базальные комплексы, то есть на страх, на проявление собственной важности и на жалость. Кроме того, мы должны понимать, что мало того, что тональ генерирует эти чувства и эмоции, и таким образом занимается тем, что все время устраняет, утилизирует излишки нашей личной силы и нашей энергии. Он еще и работает как, вот я написал в одной из книг, своего рода матрица. В каком смысле? В смысле матрица перераспределения энергии. Чтобы энергия равномерно тратилась независимо от внешних условий. Если нет каких-то актуальных вызовов, на которые наша энергия может быть потрачена, тональ делает так, что мы начинаем усиленно фантазировать, воображать, думать. То есть мы создаем предметы, виртуальные объекты, на которые мы тратим энергию. То есть актуальной тревоги нет, мы начинаем тревожиться из-за того, что может произойти через 2 недели. Это, если вдуматься, совершенно нелогично, это нерационально. Но мы, как правило, и не думаем об этом, мы просто впадаем в это состояние. А почему мы впадаем в это состояние? Потому что тональ так перераспределяет энергию. То есть тональ ощущает излишек энергии осознания. Его задача эту энергию на что-то потратить. Причем максимально эффективным образом. Самым эффективным образом наша энергия сознания тратится на тревогу. Ну, чуть меньше на злость, на раздражение, на обиду. В общем, на вот эти вот, да, на жалость к себе. Вот на все эти чувства, связанные с этими базальными комплексами. И вот то, что ближе всего находится, то наш тональ и активизирует, и мы начинаем переживать какое-то из этих чувств
И эта энергия уходит в никуда. А иногда мы еще переживаем ностальгию, страдаем по прошлому. Это тоже из этой же серии этих чувств. Когда сейчас раздражителя, или как его назвать, того, что вызывает чувство, нет. Но мы его сами создаем. Мы что-то вспоминаем и начинаем переживать по поводу этого воспоминания. Кроме того, тональ сам по себе, даже когда он не вызывает вот этих всех чувств, о которых я сейчас говорил, он очень энергоемкая структура. Даже в спокойном состоянии, без всяких эмоций и чувств особенных. Потому что тональ делает реальность, в которой мы живем, мир, в котором мы живем, неизменным. А это большая и сложная работа. Потому что мы на самом деле живем в очень текучем мире. Мы живем внутри потока, мы живем внутри вот этого ветра Нагуаля. И ни одно мгновение не повторяет предыдущее. Но внутри тоналя есть шаблоны, есть паттерны, которые так делают, что нам кажется, что мы живем в неизменном мире. То есть наше внимание, все отличия, которые возникают, убирают на периферию, а все элементы, остающиеся неизменными, наоборот, помещают в центр. Таким образом, мы оказываемся внутри неизменной реальности. И это большая работа, требующая немалой энергии. Хотя вроде бы эмоций никаких при этом не возникает. Безупречность, по мере того, как мы к ней приближаемся, пытаясь, то есть мы должны помнить, что безупречность – это идеальное состояние. И наша работа, наша практика заключается в том, чтобы не столько достичь безупречности, сколько приблизиться к ней. Это и есть наша практика. Сделать себя на шаг ближе к безупречности. Из-за того, что мы не всегда правильно понимаем суть процесса, нам кажется, что как-то мы движемся не туда. Если вы смогли в ситуации, когда вы обычно злитесь, не испытать гнева, это уже шаг вперед. Или в ситуации, где вы чувствуете тревогу, не испытать тревоги, это тоже шаг вперед. Каждый раз, когда вы проявляете осознанность и отделяете свое осознание от этих эмоциональных движений, ваше осознание становится немножечко сильнее. Так, шаг за шагом, мы постепенно приближаемся к этому идеальному состоянию. Потому что базальные комплексы, все эти страхи, все эти важности, их уязвления, все эти жалости, они что делают? Они фиксируют точку сборки в той позиции, в которой мы привыкли находиться. Когда они перестают работать, то есть мы заставляем их отключиться,
точка сборки через какое-то время начинает дрейфовать. Очень постепенно. Надо иметь терпение и настойчивость, чтобы дождаться начала этого дрейфа. Тем более, что этот дрейф никак не проявляет себя в каких-то ярких и однозначных ощущениях и переживаниях. Мы просто в какой-то миг понимаем, что мы стали другими. То, что нас тревожило, почему-то перестало нас тревожить. Что нас злило, перестало нас злить. То есть мы в какой-то момент начинаем смотреть на мир, как будто бы с другой точки зрения. Вот так и, собственно, и происходит вот это самое первое минимальное смещение точки сборки. Изменение внутреннего состояния. Это значит, что нам удалось оторваться от этой намертво зафиксированной позиции. Да, и значит, что форма нашего энергетического тела, она тоже утратила свою определенность. Потому что позиция точки сборки и форма энергетического тела — это две вещи абсолютно связаны. Это не психотерапия. Это иной процесс. Мы должны понимать, что при достижении, в процессе достижения безупречности освобождается энергия, осознание. Раньше та энергия, которая в нас входила отовсюду, в наше энергетическое тело, она полностью тратилась на вот эти эмоции, на эти чувства, на эти напряжения, сопутствующие этим эмоциям и чувствам. Когда мы начинаем заниматься практикой, какая-то часть энергии этой высвобождается и возвращается к вниманию, и мы начинаем все больше замечать источник нашего внимания. А источник нашего внимания — это наше осознание. Мы все чаще начинаем ощущать, что внутри нас есть нечто, что свидетельствует вот эти все процессы, явления, феномены нашего внутреннего мира. Вот позиция внимания, при которой мы начинаем замечать, что внутри нас есть вот этот свидетель, называется позиция свидетеля. Я так называю, по крайней мере. То есть для практики трансформации у нас есть 3 главных инструмента: внимание, осознание и намерение. На их усиление больше всего и уходит сил, энергии. Надо за этим следить. Следить, как движется наше внимание, хаотично или упорядоченно. Особенно на те моменты, когда внимание, которое мы вроде бы уже начали как-то более-менее контролировать, оно вдруг убегает. И мы больше не можем его контролировать. В каких ситуациях это происходит? То есть, какие области уязвимости у нас все еще остались? Осознание — это то, с помощью чего мы выслеживаем содержание своего внутреннего мира.
да, и смотрим на него. Вот. Ну и намерение, когда мы формулируем то, на что мы направлены. Нам надо проследить за тем, чтобы наше намерение не было дискредитировано, чтобы мы действительно сделали то, что намеревались. Я намерен оставаться в покое. Я намерен, не знаю, сделать то-то или то-то. Ну вот, пожалуй, вот это главное для этого короткого видео. То, что касается безупречности и новых полей чувствительности, которые открываются в состоянии глубокой тишины и в состоянии неподвижности внимания. Ну, подробнее мы поговорим отдельно в других видео. Спасибо за внимание.